вообще не наросла. Как будто вы делали маникюр. Это делали 3 недели назад. У меня, кстати, вообще они даже не было ни скола. Вот только сейчас вот буквально день назад пошел первый скол. Всем большой привет, меня зовут Светлана, добро пожаловать на канал. Вот такие ручки ко мне пришли, будем выполнять коррекцию. Работать сегодня я буду фрезами Crystal. Я заказала фрезы с самым большим количеством положительных отзывов. На сайте Crystal.ru большой выбор твердосплавных фрез для профессионального педикюра и подологии, а также фрезы с уникальной нарезкой для нейл-мастеров. Давайте посмотрим, что я выбрала. Фреза Irma, конус 6 мм. Артикул указан на упаковке. Грубая фреза с зеленым поясом для снятия гелевого покрытия. На мой взгляд, самая практичная форма фрезы. Она имеет большую площадь соприкосновения с ногтем, а значит, за один проход снимет больше материала. Здесь ногти были укреплены акриловой пудрой и сверху твердая база с баталью. Фреза мягко снимает материал, не оставляя борозды. Фреза Edna, диаметр 5 мм. На эту фрезу было оставлено больше всего положительных отзывов. Именно ею я сегодня буду снимать покрытие. Возвращаемся к рукам. Тут ногти укреплены молочным гелем Bloom номер 6. Снимаю покрытие твердосплавной фрезой Edna, форма кукуруза, диаметр 5 мм. Фреза позиционирует себя тем, что снимает покрытие очень плавно, оставляя после себя практически гладкую поверхность. Напомню, что я снимаю сейчас гель. На фрезу абсолютно не давлю. Гель снимается деликатно, мелкой пылью. Полностью весь периметр у фрезы рабочий. Носиком можно аккуратно снять материал в боковых пазухах. И еще удобно убирать длину, даже если ногти короткие. Тонкий носик позволяет убрать длину, не боясь задеть подушечку пальца. Сняла покрытие до тонкой подложки, и мне остается совсем немного поработать пилкой. Выровнять свободный край, немного заузить боковые параллели, так как ногти выглядят трапециевидно, и приподнять чешуйки на отросшей части ногтя. Перед маникюром нужно обязательно отодвинуть кутикулу, но тут, как видно, нечего отодвигать, кутикулы практически нет, но зато есть очень сухие боковые валики. Маникюр буду выполнять фрезой торнадо с красным поясом, диаметр 2,1 мм. На оборотах 15 тысяч вычищаю птериги. Носик у фрезы не острый, можно безопасно работать под кутикулой. Кожа очень сухая, отлетает прям в разные стороны. Большим пальцем отодвигаю валик, чтобы тщательно проработать сухие участки. Несмотря на то, что кожа сухая, она очень тонкая и местами красная. Поэтому, чтобы не доставлять дискомфорта, я не буду натирать ее до блеска. Небольшой защитный слой нужно будет оставить, иначе тонкая кожа подсохнет и опять начнет трескаться.
С правой стороны на подушечке пальца имеется трещина. Этой же фрезой аккуратно зачищаю ее. Выворачиваю кутикулу, вернее то, что от нее осталось, и затем фрезой цилиндр зашлифовываю кожу вокруг ногтя. Несмотря на то, что фреза с синим поясом, на низких оборотах очень легкими, невесомыми движениями я срезаю не кожу, а сухие чешуйки, которыми усыпана вся кожа. Клиентке рекомендовала пить побольше воды, при работе с бытовой химией надевать перчатки, ну и, конечно, крем после каждого мытья рук и на ночь. Ссылку на используемые фрезы и магазин Crystal оставлю в описании под видео. На фрезы сейчас действует акция 5+1. После маникюра протираю ногти спиртом и перехожу к подготовке к покрытию. Наношу тонкий слой бескислотного праймера. Выравнивание делаю каучуковой базой Ronail. На тонкий непросушенный слой базы ставлю каплю у кутикулы и распределяю ее по всему ногтю. В кабинете сейчас холодно и база стала густой. Она стоит каплей на кисти и на ноготь переносится очень неохотно. Поэтому мне пришлось вылить немного базы на палитру и работать кистью не из флакона. Клиентка принесла вот такой дизайн, будем рисовать котят. Поэтому ногти, на которых будет дизайн, покрываю сразу молочной базой Bio Stretch Gel номер 30. Покрывать ногти будем оранжевым неоновым гель-лаком. Не стали делать светлую подложку под цветник намеренно, чтобы ногти были просто ярко-оранжевыми, без неонового эффекта. Покрыла сразу все ногти в тонкий слой и уже на втором слое сначала прокрашиваю тонкой кистью кутикулы, а потом перекрываю вторым слоем. Рисую котика. Тем же оранжевым оттенком рисую сначала силуэт и ушки. На картинке пузико у кота белое, но чтобы не утолщать торец ногтем, я не буду все выкрашивать сначала оранжевым цветом, потом выделять брюшко белым. Я просто нарисую рыжий силуэт и тонкой кистью стяну гель-лак к центру. Получается легкий градиент, и использовать белый цвет нет необходимости. Черной гель-краской для стемпинга тонкой кистью делаю прорисовку.
Я взяла неудачную кисть, она у меня уже жесткая, и линии получаются корявыми. Кисть для прорисовки должна быть тонкая и гибкая. Так линии будут выходить изящными, тонкими и плавными. На второй руке тоже рыжий кот, но выражение у него немного другое. Закрашиваю лапки оранжевым цветом, и котик готов. Покрываю все ногти глянцевым топом, а ногти с котятами выделяю матовым топом. Вот такой яркий и забавный маникюр мы выполнили. Не забудь подписаться на канал, а также присоединяйся в группе в Telegram. Ссылку на канал ищи в описании. С вами была Света. Увидимся в комментариях. Всем красивых ноготков. Пока-пока.